Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такую елочку. Давно хотела показать, но все никак не хватало времени. Сегодня оно нашлось. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы, здесь у меня пока елочка без верхушки, я буду использовать листы формата А4. И кто знает, размер А4 идет 29,7 на 21 сантиметр. Вот эта сторона 29,7 и 21. И этот лист нам надо разделить на 3. Это у нас получается 9 и 9. Откладываю листик в сторону, беру линейку и откладываем. 9 и 9. Вот у нас. Еще раз 9 и 9. Вот у нас. И здесь также остается 9 и 9. Вот мы разделили лист А4 на 3 части. И лист надо теперь согнуть на 3 части, разделить. Вот по одной отметке я подгибаю. Можно проработать край. У меня это шпатель под рукой оказался. И вторая часть. Также по отметке. Все делим. И у нас получается лист, разделенный на 3 части. И теперь каждую из этих частей нам надо разделить еще на 2 части. Вот я подгибаю, так, чтобы выровнять. Прорабатываю, переворачиваю. Снова. Так, чтобы убедиться, что все ровно. Вот так. Прорабатываю. Можно использовать ножик, можно использовать линейку. И последний раз подгибаю. Так, мне немножко неудобно вам показывать под камерой, но вот я все подгибаю. Обычно я вот сюда посматриваю, пропихиваю туда нос, так скажем. И вот что у нас получилось. Теперь эту гармошку нам надо еще измельчить. И каждую сторону мы делим еще на 2 части. Вот так я все совмещаю. И все подгибаю. Выворачиваю на другую сторону. Также все подгибаю. Снова совмещаю все края. И вот так продолжаю работу. Подгибаю весь лист А4. Продолжаю. И теперь у нас получилась вот такая гармошка. И, как вы уже догадались, снова еще раз прогибаем. Сначала я вот так прорабатываю пальчиками и подгибаю. Все совмещаю вот сюда, к этому шву. И все выравниваю. На другую сторону. Возвращаюсь. Снова вот так пальчиками все прорабатываю. И продолжаю вот так делить каждую сторону еще на 2 части. И продолжаю работу. И у меня получилась вот такая вот гармошка. Для елки надо будет несколько гармошек. Вот они у меня есть. У меня небольшая елочка, всего лишь 5 рядов. Но я объясню, сделаем эту елочку и объясню, как елочку сделать побольше. Какие размеры надо учесть. И, как я уже говорила, ширина по боковой части у меня 21 сантиметр. И эту ширину я разделю на 7 сантиметров. У меня получаются 3 отрезка. Я беру линейку,
прикладываю, так как бы мне поудобнее вам показать. И отмечаю 7 сантиметров, 14 сантиметров. Это у меня будет первый ряд. И у меня получаются 3 вот таких ряда. Если я их сейчас отрежу. Так, ровно все придерживаем. У меня 1 ряд и еще 2. Вот таких 3 ряда по 7 сантиметров у меня уйдет на нижнюю часть елочки. Из одного листа А4 у меня получилось 3 вот такие гармошки по 7 сантиметров. Я беру клей и буду склеивать свои гармошки. Склеиваем так, чтобы одна сторона у нас смотрела вниз, другая вверх. Вот именно так. Наношу клей. Распределяю кисточкой и склеиваю 3 гармошки вместе. Все совмещаю и даю закрепиться. Одна склеена. Беру следующую. Здесь у нас смотрит вверх, значит, это у нас смотрит вниз. Также наношу клей. Это для того, чтобы не создавать лишнюю толщину. И все подклеиваем. Вот так вот ровненько. И даем закрепиться. 3 гармошки у меня склеены между собой. Еще раз вот так их собираю, прижимаю. Если где-то у меня что-то торчит, можно подрезать. И вот что у меня получилось. Теперь я беру, вот вы видите, вот этот край смотрит вниз. Вот так отворачиваю и начинаю загибать край. Вот таким образом. Подгибаю следующую. И снова прогибаю край. Я очень люблю играться с бумагой и придумывать всякое интересное. Моя сестра как-то сказала, что ей при плоти она этим заниматься не будет. И вот вы видите, что у меня получается. И вот так я прорабатываю все уголки. Подгибаем, и вот что у нас выходит. И так работаем дальше. Если вдруг вам неудобно держать, можно вот так расправить и продолжать дальше. Последнюю отогнуть и снова. И вот так прорабатываем всю гармошку. Я закончила подгибать все и сейчас вот так все выправляю. Возвращаюсь к самому началу. Вот у меня все проработано. И теперь вот этот уголок я буду вот так красиво подгибать. Схватываю верхушку и подгибаю вовнутрь. Схватила верхушку и вот так подгибаю вовнутрь. И вот вы видите, что получается. Вот такие красивые края. Схватила верхушку и вот так подгибаю вовнутрь. И продолжаю работу. И вот так прорабатываем всю ленту из бумаги. И снова у меня получилась гармошка, только уже с красивыми уголками. И пока отложу. Взяла бумагу, согнула на 2 части. У меня это 1 евро. Любой круг, который у вас есть, обводим. И вырезаем. Вот у меня получилось 2 круга. Теперь мне надо подклеить края моей гармошки. Я также наношу клей. Распределяю его кисточкой. И подклеиваю края. Совмещаю все. И даю закрепиться.
И один маленький момент, чтобы здесь у нас скреплено все, чтобы также получилось все ровно, вот эту часть одну мы подклеиваем к одной из сторон. Переворачиваем и просто подклеиваем, чтобы она держалась. И вот у нас будет красивый треугольник. Даем закрепиться. Перед тем, как подклеить середину, можем еще вот так все проработать. И вот у нас получается красивая такая гармошка. Теперь я беру один из бумажных кругов, который я нарезала, наношу достаточно много клея, распределяю его. Клея надо много, чтобы он схватил все вот эти зигзаги. Нанесла. Вот так все совмещаю вместе и подклеиваю. Все держу и даю закрепиться. Одна сторона у меня подклеилась. Беру второй кружок, также наношу достаточно много клея, распределяю и подклеиваю с другой стороны. И даю закрепиться. Нижний ряд елочки у меня готов. Вот он. Следующий ряд у меня будет размер 5,8. Также будет 3 гармошки, склеенные между собой. Затем третий ряд в середине будет 4,6 и 2,5 гармошки, склеенные между собой. Четвертый ряд 3,4, 2 гармошки. И пятый ряд 2,2, 2 гармошки. Можно елочку делать побольше. В этом случае вы прибавляете к 7 сантиметрам еще 1,2. Это 1 сантиметр 2 миллиметра. Значит, следующий ряд будет 8,2. И так по нарастающей. И продолжаем работу. Все склеиваем. Делаем вот такие ряды. Все мои гармошки подготовлены. Прорабатываем края, склеиваем вместе и подклеиваем круги вниз и вверх. Напоминаю, первый у меня идет 7 сантиметров, 5,8, 4,6, 3,4 и 2,2. Продолжаем работу. А теперь все склеиваем. Переворачиваю. Просто наношу клей на ствол, на ножку елочки и подклеиваю. И, конечно, даю закрепиться. Теперь беру следующий кружок, также наношу клей и подклею его вот так в середину. Теперь на него снова наношу клей, наношу достаточно много, чтобы все вот эти гармошки, они закрепились. И накладываю следующий слой. Располагаю так, чтобы у меня все вокруг было одинаково. Затем следующий приклеиваю, следующий и верхушку. Моя елочка склеена, отправляю сушиться и займемся верхушкой. А сейчас сделаем верхушку елки. У меня квадрат 8 на 8. И сейчас покажу, как его сделать. Перегибаем бумагу вот таким образом. Обязательно все края хорошо прорабатываем. Теперь вот так. Вот так. Вот что у нас получается. И складываем вот таким образом. Еще раз покажу, что получается.
Теперь укладываем. И вот эти верхние уголки подгибаем на середину. И, конечно, все обязательно прорабатываем с одной стороны. Здесь очень-очень аккуратно надо работать, и все края обязательно хорошо проработать с одной стороны, и также поступаем с другой стороны. Вот что получается. И теперь очень интересный момент. Вот наши подгибы. Разворачиваем. И вот эту вот вовнутрь. Вот что у нас получается. Следующий подгиб разворачиваем. И вот мы его вовнутрь, наоборот. Вот что у нас получилось с одной стороны. И также поступаем с другой стороны. Вот именно поэтому надо было все вот эти края хорошо проработать, чтобы мы могли все это свернуть. Вот что получилось. Вот так выглядит с другой стороны. И теперь приступаем к другим краям. Вот теперь вот эти уголки также мы вот так вот подворачиваем. С одной стороны и с другой. Здесь лучше работать на поверхности, чтобы можно было вот так все прижать. Вот что получается. Сделали с одной стороны. Переходим на другую сторону. Я прямо ноготками вот здесь помогаю себе. С одной стороны и с другой стороны. Теперь вот это вот так собираем. И нам надо вот эти края тоже проработать. Совмещаем центр. Вот он. И со второй стороны. На весу это неудобно делать. Надо именно вот так на столе. И вот эта последняя сторона у нас осталась. Я очень люблю работать с бумагой. Хотя моя сестра говорит, что это занятие не для слабонервных. Наверное, скорее всего, так и есть. Вот что у нас получается. И продолжаем. Вот теперь вот здесь нам надо перегнуть. Вот таким образом. Ровненько все. С одной стороны. С другой стороны. Теперь вот это собираем. И раскрываем противоположные стороны. Внутренние. И также все собираем. Вот что у нас получается. И немножко проработаем. И теперь все разворачиваем. Сейчас, когда у нас все края проработаны, все разворачиваем. И сейчас покажу, как действовать дальше. Вот что у нас получается. И теперь мы будем работать вот с этими вот формами. Вот они. Нам надо вывести их на передний план. Вот таким образом. И вторую сторону. Вот они есть. Теперь вот эти края подворачиваем с одной стороны и с другой стороны.
и заворачиваем вовнутрь. Вот что у нас получилось. Теперь следующий вот этот снова выводим на переднюю часть. Вот так. Вот, вы видите, вот он на передней части. Вот эти края подворачиваем. Вот они подвернуты. И вот этот треугольник заворачиваем. Вот что получается. Следующий. Вот снова у нас этот. Вот, сейчас. Здесь очень неудобно, но ничего, постараться можно. Вот он. Думаю, с первого раза у вас не получится. Вот я вывела его на переднюю часть. Сейчас даже возьму пинцет, чтобы помочь себе. Вот эти треугольники заворачиваю. Один треугольник. Заворачиваю второй треугольник. И вот этот вниз. И у меня остается вот последняя вот эта форма. Мне тоже ее надо вывести на передний план. Вот одна. Сейчас разверну чуть больше и вернусь к вам. Вот вы видите, вот этот сюда. Вот по этой линии надо тоже завернуть сюда. Не совсем хочет, но заставим. И вот у нас получается вот эти треугольники. Теперь вот так аккуратненько я беру пинцет. Вот этот треугольник один заворачиваю вовнутрь. Вот есть. Второй заворачиваю вовнутрь. Здесь неудобно, но главное понять, как это работает. Вот мой треугольник. И теперь все поправляю. И отправляю его вот туда вовнутрь. И теперь все расправляю. И вот что у меня получилось. И теперь нам остается макушку приклеить к елке. Я наношу клей вот на все вот эти края. Достаточно много. Вот таким образом. И все подклеиваю, даю закрепиться. Вот такая елочка у меня получилась. Как я уже говорила, их можно делать разного размера. И сложить несколько вместе будет очень красиво смотреться. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был понятен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.